И судя по домкрату и колесу, что-то пошло не так с колесом. Ну, сразу снимать, какие идет такие участки для начала. Просто прыгать. Скажите, пожалуйста, ваши впечатления. Мы уже нашли добычу. Кого? Уже нашли добычу. Ричка отказывается ехать. Говорит, ну, ваше Малоубинское водохранилище. Тяжело ему дается дорога, конечно. Кидает из стороны в сторону. Пацаненка. Ничего не поделаешь, придется привыкать. Ворчит. Ворчит? Не хочет. Давай его в этот гамак посадим. Ну там легче было лежать. Вот, главный наш путешественник. Мужчина в расцвете сил. Как вы понимаете, что-то пошло не так. И судя по домкрату и колесу, что-то пошло не так с колесом. На самом деле ничего особо страшного не произошло. Просто дикий скрип раздался у меня из-под левого заднего колеса. Такой не очень хороший, честно говоря. Но обычно понятно, камень под колодку может попасть, так скрипеть. Но здесь вот прям совсем другой звук был. Поэтому я на всякий случай решил его скинуть. Но и пришлось раскидать все и вся. Потому что все-таки спорт это спорт. Это не Discovery и не Defender. Поэтому запаска лежит в багажнике. А домкрат лежит за запаской. Поэтому нельзя достать домкрат, не достав багажник, не достав запаску. А запаску нельзя достать, не разгрузив багажник. Ну, что поделаешь, за все надо платить. Фух, поэтому быстро скинули колесо, вытащили камень, поставили его назад. И теперь нужно будет все сделать в обратном порядке. Но домкрат я на всякий случай положу куда-нибудь поближе. Так, а вот и первый брод. Давайте его посмотрим. Вот здесь по ширине могут быть вопросы, а так мы проехали 33 километра пути, приблизительно около половины. И сейчас находимся, ну, наверное, близко к самой нижней точке маршрута. То есть, что мы сделали? Мы от Ридера поднялись наверх, это было легко. Потом верхняя часть пути, непосредственно на высоте 2 километров по хребту. Честно говоря, я думал, что она будет попроще. Вот, оказалась тоже каменистая дорога. Вот, теперь мы здесь отдохнем полчасика, и дальше нам предстоит путь вдоль этой речки. Будет несколько еще бродов. Это номер 1. По моим расчетам, то, что я видел по карте, их будет еще 4. И после этого начнется большой подъем к водохранилищу. Ну, поглядим. Здесь, очевидно, уже никто не ездит. Все разбили. Как говорит один мой знакомый, выглядит безопасно.
И буквально через 20 метров за ближайшим поворотом вот эта конструкция. Что там подать надо? Так. Очень не хочется лезть в грязь. Вот крокодил. Здесь совсем не нужен. Так, господа комментаторы, что порекомендуете? Не хочется мне в нее проваливаться, надо здесь ехать. А я снизу нифига не вижу. Один капот большой. Давайте посмотрим. А, да, она мелкая. Тогда не вопрос. Извините, что занял ваше время. Едем. Так, ну что, опять начинается дождь, уже 3-й раз за дорогу. И, честно говоря, смотря на это все, я решил возвращаться назад. Да, как бы это странно ни звучало, мы проехали итого 41 километр, нам осталось порядка 20 километров еще вот по такой же дороге. Время у нас сейчас почти 4 часа. В принципе, можно оставить Малоубинское водохранилище на закуску на следующий раз. А можно и не оставлять. Вот ливень пошел. Еще и проблема по сути достаточно тяжело переносить эту дорогу.
Поэтому все, решение принято. Разворачиваемся назад. Те, кто в телеграм-канале выбрал, что мы развернемся между 40 и 60 километром, вы правы, вы молодцы. Ваши предсказательные способности на высоте.